С самого утра у Евгения произошла ссора со своей супругой, и виной всему послужила собака. Это была их собака, которая с самого раннего утра начала лаять и не дала женщине выспаться. После чего супруга Евгения потребовала избавиться от животного. Это была любимая собака Евгения, поэтому он не согласился от нее избавляться, и в обед из-за конфликта с женой уехал к своим родителям, благо они жили не так далеко. Также Евгений взял с собой свою собаку, а жена была только рада этому. Когда Евгений выехал на дорогу, то погода резко начала портиться, и Евгений надеялся на то, что он успеет доехать, прежде чем начнется дождь. Но всю дорогу он не мог забыть свою ссору с женой, он никак не мог понять, почему его любимая собака так смогла разозлить его жену. Но уже вскоре пошел сильный ливень, и дождь с каждой минутной становился все сильнее. Евгений хотел как можно быстрее доехать до родителей, и из-за этого увеличивал скорость автомобиля. Но из-за скользкой дороги машина не справилась с управлением, и ее занесло на какую-то тропу в лес. Евгений хотел позвонить родителям, но уже через мгновение понял, что телефон забыл дома. Машина не могла ехать, так как она заглохла, и больше не заводилась. По дороге никто не ездил, так как это была глухая дорога, и по ней ездили только местные, а в такую погоду никто не рисковал высовывать нос из дома. Собака начала нервничать, это было видно по ее поведению и взгляду. Евгений выпустил собаку из машины, чтобы она прогулялась, а сам сидел и думал, что ему делать, ведь одному ночью посреди леса оставаться никак не хотелось. И тут мысли Евгения отвлекла его собака, которая начала скулить и медленно шла по тропинке вглубь леса. Мужчина начал звать к себе свою собаку, но она не реагировала, тогда Евгений вышел из машины и пошел за ней. И тут он понял, из-за чего собака скулила, в кустах стоял волк и смотрел прямо на них, не отводя взгляда. Мужчина не знал, что ему делать, но тут волк развернулся и начал идти вглубь леса по тропе, за ним последовала собака, и мужчине ничего не оставалось, как идти за ними. Волк часто оборачивался, как будто убеждался в том, что собака с мужчиной идут за ним. Уже через полкилометра на глаза Евгению показалась поляна с домиком из дерева. Именно здесь жил лесник, и именно к нему волк привел их. Евгений постучал в двери, и из них вышел мужчина. Он пригласил гостя в дом, напоил горячим чаем из трав и разрешил остаться на ночь. Утром лесник взял на буксир машину Евгения и отвез в мастерскую, где починили автомобиль Евгения. В итоге мужчина добрался до родителей лишь к вечеру следующего дня. К этому времени приехала его жена и начала просить у него прощения. Евгений рассказал, что если бы не его собака и волк с лесником, то неизвестно, чем бы все закончилось. Жена поняла свою ошибку и больше никогда не обижала собаку, благодаря которой они живут вместе уже многие годы. А волк — это хорошее животное, если ему и его семье не причинять зла. Волки часто помогают людям, но только если чувствуют, что человек добрый и нуждается в помощи. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.